Всем привет! Я тут недавно подумал, прежде чем отведать совсем свежей приусятины, я должен отведать немножко приусятину постарше, потому что я хочу более объективно сравнивать. И поэтому у меня сегодня видео 30-й Prius, про который, конечно, уже миллион раз все рассказали, но я еще его так вот хорошенько не попробовал, поэтому мне нужно обязательно это сделать. А что это делать и не записывать видео? Ну, разумеется, будем все-таки записывать видео. Итак, 30-й Prius. То все-таки уже сейчас считаются уже далеко не новые, да, машины. Они уже даже в большинстве своем не проходные, конечно. Потому что, что у нас, самые молодые, это год 15-16, по-моему, у нас, когда они закончились. Но суть не в этом. Суть в том, что именно вот 30-й кузов на данный момент самый популярный, самый покупаемый, продаваемый. Во Владивостоке это практически все такси на таких 30-ках ездят. Их уже люди покупают, бывает уже по третьему разу с пробегом там под 400. И ничего страшного, все еще ездит. Батарейка там не сдохла, уж извините. Все время прогнозируют, что все там кирдык после 200 тысяч. Таксисты доказывают, что тачка может ездить намного больше, и 400 тысяч, и так далее. Короче, зря на них большинство нагоняют. Давайте поговорим про какие-либо такие небольшие нюансы, да, про Prius. Я не знаю, я роликов, честно говоря, про него не смотрел, но у меня достаточно знакомых, которые владеют такими машинами. Я знаю про них какие-то такие мелочевки. Кто-то, может быть, этих вещей не знает, а я вам их расскажу. Разумеется, если вы уже заинтересованы в покупке Prius, они все равно есть, да, еще пока проходных годов, от 15 и моложе. Ну или если вы задумались о покупке любой другой свежей беспробежной машины из Японии. Я знаю, кто вам может с этим помочь. Компания Батарейка 25 занимается покупкой автомобилей из Японии для вас. С их помощью вы купите автомобиль надежно и безопасно. Никаких хитрых перекупщиков, никаких поддельных аукционных листов, никаких утопленников и радиоактивных машин, что может встретиться на российских рынках. Самое главное, эта компания работает с Японией напрямую, без посредников. Выкупленный вами автомобиль будет доставлен в Россию всего за 2 недели, а такая сложная процедура, как прохождение таможни, будет выполнена всего за 2 дня. Компания Батарейка 25 возит очень много машин из Японии, и поэтому у них таможенный брокер стоит 15 тысяч, в то время как у других компаний 25. Ну и, разумеется, стопроцентная прозрачность сделки, и вам будут предоставлены все документы, аукционный лист, перевод замечаний инспектора, в общем, все, что нужно. Компания сопровождает автомобиль на всех этапах сделки. Вам не нужно искать брокера, транспортную компанию, никаких лишних телодвижений. Автомобиль будет доставлен максимально возможно быстро в любой город России, либо автовозом, либо по ЖД. Так что, если хотите свежее, отличное авто без пробега по РФ и быть первым хозяином в ПТС и за адекватные деньги, то вам в компанию Батарейка 25. Заходите к ним на сайт, оставляйте заявку, вам бесплатно посчитают примерную стоимость интересующего вас авто. Все консультации вообще бесплатно. Также переходите к ним на YouTube канал, подписывайтесь, там есть примеры привезенных авто. Все ссылки и контакты, конечно же, в описании. Ребят, смотрите, чем хорош тридцатник. Тем, что даже в самой такой прям бедненькой комплектации в элечках у них уже ксенон. То есть всегда практически будет ксенон. Всегда будет вот здесь свет. Не всегда, конечно, будет вот здесь свет, но вот здесь свет тоже будет практически всегда. Конечно, в комплектации G там уже не ксенон, там у нас уже LED оптика, но комплектация G на данный момент уже может стоить за 1 миллион. Уже вот такой у нас S-комплектация стоит на данный момент из-за, опять же, сами понимаете, благодаря кому из-за курса будет стоить тоже под 1 миллион, там 1800-900. Ну вот вы понимаете, да, то есть почему машины стали так дорого стоить? Ну совершенно не потому, что они на самом деле дорого стоят, а потому что мы просто мало зарабатываем и мало денег у нас. Вот такие вот объяснения простые. То есть для большинства людей такая машина, это кажется уже слишком дорого, потому что это автомобиль на самом деле простой, такая рабочая лошадка, да, то есть для каждодневного использования, для экономичного передвижения. Вот буквально сейчас, на момент, что у нас сегодня, там 8 ноября, да, можно зайти на дром и увидеть, что в Ангарске S-ка уже, естественно, не беспробежно, стоит 970, то есть, недешево совершенно все уже. Отвлечемся от цены, да, мы про нее уже, так скажем, сказали, поплакали, всплакнули, расстроились. Давайте теперь про саму тачку поговорим. Я обязательно проверю, как он едет. Смотрите, вот кто досмотрел сейчас ролик до этого момента, пишите в комментариях, сколько загадываете у него разгон. Ближе к концу ролика будет разгон, и вот увидим, кто из нас прав. Я думаю, 10 секунд. Вот так.
О, легонький звук, легонький звук. Значит, походу, тачку в морду-то не били. У нее родной капот алюминиевый. Да, действительно, вот он, невесомый капотик. Кто не знает, с завода в приусах стоит легонький алюминиевый капот для снижения веса, для экономичности, да. Не знаю, насколько уж такая мелочь может влиять на, ну, на расход и прочее. Ну да, видно, что, конечно, тут уже 2 ZR, вот этот немножко другой мотор. Все везде говорят, что нужно глушить EGR. Глушить EGR, перепрошивать. Кстати, про Honda обычно такое говорят. Вот про приусы я вот такое теперь тоже вот услышал недавно, что типа надо обязательно глушить EGR. Вообще EGR-ку глушат частенько на многих современных тачках. Между прочим, про зимнюю эксплуатацию важно сказать, ведь вы вечно пишете в комментариях, что гибриды и электротачки это холодные тачки. Они бывают, вот я, между прочим, сам это недавно тоже узнал, они бывают разные тридцатки, они бывают, видимо, с Хоккайдо, а бывают с Токио. Где потеплее, этой фишки нету, да, а где холодно, даже в Японии, эта фишка есть. Здесь антифриз проходит через резонатор, то есть через выхлоп, понимаете, нагревается дополнительно. И здесь реально в тачке теплее и быстро, самое главное, становится теплее. Да, чувство габаритов спереди-то прям тренировать придется. Реально, габариты чувствовать труднее, чем в какой-нибудь огромной машине, блин. Они плохо подхватывают так-то, да? Итак, ребят, 100 лошадиных сил, 99, кажется, лошадиных сил от мотора. Ну, это опять же, он был бы, если бы не по циклу Аткинсона, был бы помощнее. И 60 киловатт электродвигатель. У двадцатки 50 киловатт, между прочим, и сам двигатель полторашечка послабее, поэтому очевидно понимать, что эта машина намного динамичнее. Да он и реально по ощущениям динамичнее. Можно, конечно, постараться, как это делают американцы. У них даже есть особая методика ездить на приусах, что они... Ну, погуглите, я вот не помню точно, как это называется. Короче, американцы выработали прямо какую-то методику езды на приусах, это я без шуток говорю, чтобы получать расход в 3 литра. Серьезно, есть такая тема, погуглите. Я даже вот здесь дома на экране, дома посмотрю, как она называется, на экране напишу, чтобы вы погуглили. То есть, судя по обозначениям, я в горку взбирался, даже еще режим Power не включился. То есть, не все мощности, можно сказать, которые есть в машине, не все еще подключились, хотя горка достаточно крутая была. Я не удивляюсь, что в Владивостоке спокойно на нем ползают, у них-то город вообще холмистый, и ничего, ездят же. Вот, кстати, вот сейчас вот очень удобно видеть, да, что получается, что у нас сейчас происходит. Ну вот если я сейчас вот с горочки буду, да, вот, например, спускаться, полностью отпущу, да, педаль газа, все, вот оно пошло, рекуперация, да, видимо. Кстати, благодаря вот всей этой системе рекуперации, ведь в гибридах не так, как вот стандартно работают тормоза, у него медленно изнашиваются колодки, особенно вот когда при не сильно такой активной езде, потому что он подтормаживает не непосредственно вот так вот тормозами, а еще вот сам по себе. Вот я отпустил педаль газа, у него уже идет подтормаживание. Ну вот смотри, вот мы едем, вот смотри, какое дрожание от кочек. Ты думаешь, это чисто от резины? Вот раньше я вот, когда вот взял, не было проставок, еще больше, я говорю, да? Ну, значит, короче, это все от резины, чисто от низкого профиля. А родные-то у меня вообще, наверное, колеса 15-е. Ну, там вот такая резина. А впрочем, может и надо было. Хотя, ты знаешь, в таких машинах колеса красивые, это очень важно. Колеса делают тачку прям. Я знаю, что у них родные колеса, они на литье, но еще налепляют на них колпаки. Да. Типа для дополнительной аэродинамики. Да. Если уж говорить вообще об агрегатах, да, Приуса, это реально... Ну, недорогая вещь, то есть все вечно говорят обычно, что, да, ломается батарейка, у всех мысли про батарейки и прочие дела. И вы забываете о том, что контрактная коробка, вот этот редуктор, эта планетарка, она стоит 7 тысяч, блин, с Владивостока заказать. Мотор этот несчастный 2 ZR, этот, ну 1020 будет стоить, понимаете? То есть даже в плане контрактных таких агрегатов и то недорого. Ну вы что тут встали, что вы тут делаете?
прикинь, я в гибриде чувствую ощущение вжимания в кресло. Почему-то считается, что он пенсионерский. Не, ни хрена. Пенсионерская, вон у нас впереди едет пенсионерская машина. Не, ну просто многие так говорят, пенсионерская. Дедуля, ну уж 50 там, ну ты чё, дедушка, ну. Тут даже ограничение 70. Там может бабушка. Если бы у бабушки, да? Очень часто слышал такой разговор, что плохой обзор в заднее стекло, да, то есть вот зеркало заднего вида, говорят это обычно из-за того, что разделено заднее стекло на две половинки. Ну вот вы знаете, мне в принципе нормально. Ну да, получается, что у тебя посредине обзора полосочка, да, вот типа кузовная, но она на самом деле сильно не мешает, я замечательно все вижу. У меня, конечно, все-таки жалоба к шумоизоляции есть точно. Еще спереди как-то не так, а вот сзади я вот даже вот так вот ухо делаю, я слышу, что из-за заднего сидения, вот Сарах-то там маленько подшуршивает это все дело. Но опять же, кто мешает сделать эту шумоизоляцию? Кто вам мешает? Сделай, да и все. Многие отмечают, что в Приусе неплохая музыка с завода. Динамиков, не колонок, меня тут поправили, 6 штук аж. И причем в джишках это может быть даже JBL. Сиденья с боковой поддержкой меня очень удивили, конечно. Это же надо, прикиньте, как будто я в какой-то четкой дерзкой тачке. Такой, ну ничего себе. С боковой поддержкой, ребят, прикиньте, она бы еще кожаная, если бы были. О, я бы вообще модно бы себя чувствовал. Ребят, ну салончик, конечно, он весь пластмассовый. Он, как в буклетике пишут, выполнен из переработанных материалов, экологически чистых и прочие дела. Но он, конечно, весь пластиковый. Это такое все японский лаган еще тот. Но вы посмотрите просто конфигурацию. Это что, Супра? Нет, 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 это всего лишь Prius. Смотрите, как все облегает-то прям, смотрите, как классно, а? Такой прям джойстик, что ты там с синеньким, там всеми делами, кнопка там, классно. Ну ладно, бог с ним, это все не так все интересно и важно, как вот эти 3 кнопки. У него здесь есть 3 вот эти кнопочки, это прям кайф. Эко-мод, он там ограничивает движение педали газа, там типа того. К черту этот эко-мод, мы такой не любим. Настоящий эко-мод — это когда ты нажимаешь кнопку, которая принудительно, ну, заставляет машину работать чисто на электромоторе. Вот это я понимаю, да, тема. Но, насколько я знаю, далеко ты на этом электричестве не уедешь. Километра 3 от силы. Потом все равно включится двигатель бензиновый. И вообще очень многие приусоводы говорят, что вот этот F-режим очень сильно напрягает батарейку. То есть частенько его использовать, ну, не рекомендуется. Но хотя я, честно говоря, не очень уверен в его сильно вредности, потому что иначе, если было прям сильно вредно, зачем же тогда инженеры его сюда сделали? Сейчас, конечно, царство маркетинга, я все понимаю. Ну и, конечно, есть кнопка Power, ну, то есть, ну, вы логически понимаете, что это чтобы валить на все деньги. Как он тут вообще может валить, мы это, конечно, узнаем. Ну, я, опять же, думаю, что все-таки машина не для Валилова сделана, но, как большинство гибридных машин, едет достаточно динамично. При том, что учитываем, что автомобиль не маленький, он здесь достаточно просторный. Конечно, бывают уже версии минивены, да, эти Prius Alpha, ну, те, которые еще больше, да. Но они, в принципе, и стоят дороже, и, ну, вообще их люди меньше покупают, их вот прям на дорогах не особо-то видно. Все знают мою нелюбовь к расположению экрана вот этой приборки посередине. Я люблю все-таки, когда приборка вот здесь, перед водителем. Ну, впрочем, у японцев это бывало, да, даже вот вспомните старые какие-нибудь Висты и прочее. А у меня претензия к экрану только одна, почему он такой вот бесцветно-монохромный. Ну, могли же сделать, даже 80-е годы делали вот эти электронные приборки красивыми, с каким-нибудь, не знаю, тахометром, там какой-нибудь полосочкой яркой, там еще что-нибудь. Ну, можно же было что-нибудь такое придумать. Ну, там даже появляется картинка Приуса, да, такая приветственная, и то она какая-то однотонная. А у дорогих комплектаций бывает проекция, кстати, на лобовое стекло. То есть вот здесь вот, где-то вот в этом районе колодец такой, ну и оттуда проекция на лобовуху. Ну, то есть, слушайте, ну, местами, может быть, эта тачка намного прикольнее, чем многие думают. Ну, в большинстве случаев просто такие дорогие комплектации редко кто берет. А так у него, конечно, и даже всяких систем полным-полно, и подушек, может быть, там в максимуме 7 штук подушек. Они бывают с кожаными сиденьями, черт подери, с кожаными сиденьями, Prius, мать его. Из минусов салона я могу назвать только вот, ну, это вот чисто, опять же, лично мое мнение, это вот это покрытие на дверях.
Я не знаю, ну что это, на замшу не похоже, на какое-то типа флокирование или что-то вот типа такое. Реально очень слабое покрытие, засаливается очень часто у многих. Если вот посмотреть пробежные вот такие приусы у людей, ну кто уже много на них ездит, они вот эти места прям очень грустно выглядят, они прям такие, знаете, засаленно, загаженные такие. Знаю, очень многие хвалят приус за кучку бардачков, то есть бардачок здесь есть и обычный внизу, да. Смотрите, кстати, как плавненько открывается. Смотрите, разница какая в комплектациях. У S и у G здесь есть подстаканник, вот здесь. А у самых бедных элек у них подлокотник цельный. То есть у них подстаканника вот здесь нету. И тогда получается у тебя в тачке практически вообще нет подстаканника, потому что больше стаканчик как раз сунуть некуда. Мало того, что подстаканник один, ну разве что вот сюда, может быть, конечно, вот сюда. Ну да, вот сюда тогда. Но как мне нравится вот это место для хранения именно какой-нибудь бурды. Уж больно под рукой. Батарейка, да, та же. Батарейка у кого-то выхаживает очень долго, да, у кого-то она быстренько, какие-нибудь ячейки начинают помирать. Что там? Сейчас, насколько я знаю, где-то 1003 стоит ячеечка батареи. Ну вот, ячеечка. Ну еще сколько-то, да, хотя некоторые даже сами приловчились уже их менять, эти ячейки, батарейки. Кто-то меняет потом батарейку целиком с этим контроллером вместе. Раньше вообще ее позиционировали не как машина, которая экономит деньги, а машина, которая спасает природу, экология типа хорошая, там выбросов невредных меньше. То есть она-то вообще изначально для этого создавалась, в первую очередь. Бесключевой доступ в этой комплектации есть только на водительской двери. В G могло бы быть везде, но багажник от этого хуже не стал. Смотрите, какой достаточно просторный багажник. Опять же, ну, я это всегда говорю, некая зализанность тачки, она, конечно, служит в плюс аэродинамике, но, конечно, снижает емкость. Давайте посмотрим ширину. Конечно, вы же понимаете, что заднее сиденье тоже можно откинуть. Слушайте, а ведь почти универсал, да, смотрите-ка. До задних сидений 88. Так, ширина давайте посмотрим между арками. Метр между арками. Ну, в принципе, знаете, неплохо. Если вот взять высоту до полочки, получается 34 сантиметра. Не, очень даже неплохо. Смотрите, если еще учесть такие вещи, как подполье, да, то есть у нас здесь вот эту штучку можно снять. Получается пластиковая ванночка. Между прочим, смотрите, вот под этой штукой у нас находится аккумулятор обыкновенный, ну 12-вольтовый самый обычный аккумулятор. Конечно, я знаю, что в гибридах они ставятся не совсем такие стандартные, но тем не менее это не высоковольтный обычный аккумулятор. А высоковольтная батарея находится вот здесь, ее даже вот немножечко видно, когда я сейчас достану вот эту пластиковую ванну, вы ее увидите. То есть по сути она находится позади заднего сидения. Сама батарейка, вот она здесь, контроллер, батарейка. В интернете есть уже полным-полно видео, как их люди сами разбирают, меняют эти ячейки. Наверное, это вообще уже не считается каким-то вопросом, какой-то проблемой. Проблемой является зарабатывание денег, как известно, чтобы это все менять. Он с запаской. У него не какие-то унылые наборы эти там с этой всякой фигней, там залепило вот это. Тут докатка, человеческая докатка с домкратиком, с баллонником. Вообще, вон, петелькой. Просто по-человечески. Ну, понятно, что разложили заднее сиденье. Кстати, вровень получается, вровень с багажником. И прямо сейчас до передних сидений, прямо в упор сиденье. Да конец, блядь. Вялый конец этот заколебал. 175. Ну вот теперь это прям... Слушайте, знаете, у кого такие размеры были? Вот, например, у Honda Stream примерно такие же габариты получаются в багажнике, если разложить заднее сиденье. Ну, то есть, автомобиль нифига не маленький. Вот был бы еще это вот. Вот я всегда, вот мне так хочется вот эту тему с кнопочкой не трогать, чтобы вот не пачкаться. Но здесь, конечно, надо все-таки вручную закрывать.
Это что это у нас тут посреди поля кто-то бурханит, что ли, или что? Просто in the middle of nowhere. В общем, 11 секунд мы получили. Я понимаю, возможно, не знаю, холодно, не холодно, не зацепился, расцепился, бог его знает почему. Но мне кажется, все-таки при идеальных условиях 10 секунд он наверняка едет. Впрочем, это ему особо и не надо, и так все хорошо. Мне даже нисколько интересно было, знаете ли, вот прям обязательно вот его как-то попробовать, сколько я должен, как я вам уже сказал в начале, знать, какая тридцатка, чтобы сравнивать с 50-кой. Блять, трактор, твою мать, а. А пока что пишите ваше мнение в комментариях, почитаем, пообщаемся. Мне самому интересно как-то с аудиторией обсудить эту машинку. Она все-таки популярная, массовая, такая людьми любимая, активно покупаемая, активно продаваемая. Конечно, стоит сейчас вообще каких-то странных денег, но опять же, это не машина в этом виновата. Так что подписывайтесь на канал и всем пока.